Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень простой, но в то же время красивый узорчик крючком. Я его вязала из 3 цветов пряжи. Вы можете брать 3, 4, 5, 10, без разницы сколько. Он прекрасно подойдет для использования остатков пряжи. Главное, обратите внимание, чтобы ваша ниточка везде была примерно одинаковой толщины, чтобы узорчик у нас не стягивался или наоборот не растягивался. И с одной и с другой стороны узор выглядит одинаково, и в этом его плюс. Для вязания я возьму 3 цвета пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 3,5. Ну что ж, давайте приступим к вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Количество воздушных петель набирайте такое, чтобы вам хватило для вашего изделия, без разницы ширины или длины. Главное, чтобы оно было кратно 3. Первую петлю я обычно не затягиваю, это будет моя первая рабочая петля, и считаю 2, 3, опять 1, 2, 3, 1, 2, 3. И так набираю до нужной мне ширины или длины изделия. Я для образца набрала небольшую цепочку. Теперь смотрите, вот у нас цепочка кратная 3. Пальчиками придерживаем последнюю петлю, набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И теперь вот в эту петлю, которую мы придерживали пальчиками, она же 5-я от крючка, 1, 2, 3, 4, 5, в нее вяжем недовязанный столбик с накидом, то есть вытянули ниточку и провязали 1 раз. Дальше делаем накид, одну петлю пропускаем, во вторую вытаскиваем ниточку, провязываем 1, и теперь 3 петли на крючке провязываем вместе. Теперь 1 воздушная. Накид. В эту же петлю, куда мы только что вязали последний раз, сюда же, вот видите, сюда мы вязали, сюда же заводим крючок и провязываем недовязанный столбик с накидом. Оставляем на крючке, делаем накид, пропускаем 1 петлю, во вторую вытаскиваем ниточку, провязываем 1 и все петли 2. Все, дальше мы повторяем. Мы уже с вами вот эту часть повторили, провязали точно так же, как здесь. То есть вяжем 1 воздушную, накид, в эту же петлю, куда вязали, провязываем недовязанный столбик, накид, 1 петлю пропустили, во вторую вытаскиваем петельку, провязываем 1 и 3 петли вместе, 2. Давайте еще раз провяжем. 1 воздушная, делаем накид, в эту же петлю, куда вязали последний раз, вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз, оставляем на крючке 2 петли, вот эти вот наши, то есть недовязанный столбик провязали. Дальше накид, 1 петлю пропускаем, во вторую вытаскиваем ниточку, провязываем 1 и теперь все 3 петли вместе провязываем за раз. То есть видите, у нас получаются вот такие вот галочки, как бы вниз, да, они идут, вот такие вот птички. Таким образом мы с вами вяжем до конца ряда, то есть вяжем воздушную, делаем накид, провязываем в ту же петлю, которую вязали, провязываем недовязанный столбик, делаем накид, 1 петлю пропускаем, во вторую провязываем 1 и все петли вместе 2. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда вот осталось у меня 2 петли, здесь я провязала галочку, вяжу воздушную и теперь делаю накид и 1 петельку пропускаю, а во вторую провязываю столбик с накидом. Если вы не меняете цвет, тогда полностью провязывайте вот так вот полноценный столбик с накидом. Если же вы меняете цвет, тогда мы делаем накид, сюда в эту петельку вытаскиваем ниточку, провязываем 1 раз, а уже вот эти вот 2 петли провязываем новым цветом, протягиваем и начинаем вязать следующий ряд. Набираем 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, поворачиваем вязание,
делаем накид, и вот в этот первый промежуток провязываем недовязанный столбик с накидом. Накид, находим вот этот вот промежуток там, где у нас была воздушная петля. Вот хорошо видно эти галочки, эти промежутки. Вот сюда вытаскиваем ниточку, провязываем раз, и теперь 3 петли провязываем вместе. То есть принцип вязания не поменялся. Дальше воздушная петля, накид, и теперь сюда же в эту же точку провязываем недовязанный столбик, накид, находим следующую галочку, вот она, вытаскиваем петлю, провязываем раз, и 3 петли провязываем 2. Только видите, в том ряду мы с вами вязали в воздушные петли, а здесь и в последующих рядах мы с вами будем вязать вот наши образовавшиеся промежутки. Вновь воздушная петля, накид, сюда же провязываем недовязанный столбик, накид, в следующую петельку, в следующий промежуток провязываем раз, и 3 петли вместе 2, воздушная, и повторяем до конца ряда. Накид, в эту же петельку, в этот же промежуток вытаскиваем раз, недовязанный столбик, накид, следующий промежуток провязываем раз и 2. Вяжем так до конца этого ряда. Смотрите, вот в конце ряда у меня осталось 2 свободных окошка. Провязываю воздушную, делаю накид, туда же, куда вязала, провязываю недовязанный столбик, в предпоследний промежуток вытаскиваю петлю, провязываю раз, и 3 петли провязываю 2. Дальше вяжу воздушную петлю, и теперь смотрите, нахожу вот здесь вот раз, 2, 3, третью петельку. Либо же, если мы считаем с этой стороны, тогда одну петлю пропускаю, во вторую вот сюда вяжу столбик с одним накидом, но не довязываю до конца, буду менять цвет. Если же вы вяжете одним цветом, тогда провязывать до конца. И теперь протягиваю наши 2 вот эти петли новым цветом и начинаю новый ряд. Набираю 4 воздушные, раз, 2, 3, 4, разворачиваю вязание, делаю накид, в первый промежуток провязываю недовязанный столбик с накидом, дальше накид, в следующий промежуток вот сюда вытягиваю ниточку, провязываю раз, и 3 петли провязываю вместе, дальше воздушная, и повторяю накид, в эту же петлю, куда вязала уже, в этот же промежуток провязываю недовязанный столбик, накид, следующий промежуток, вытаскиваю ниточку, провязываю раз и 2, воздушная, накид, в эту же петлю, в этот же промежуток провязываю недовязанный столбик с накидом, и в следующую петельку, в следующий промежуток вытаскиваю ниточку, провязываю раз и 2, и вяжу так до конца ряда. Смотрите, в конце ряда у меня опять осталось 2 свободных окошечка. Провязываю воздушную, и здесь, внимание, делаем накид, наше окошечко, которое уже вязали, провязываем раз, недовязанный столбик, следующее окошечко, в следующий промежуток провязываем раз и 2, теперь воздушная, накид, в эту же петлю, куда вязали, провязываем один недовязанный столбик, и в последний промежуток делаем накид, провязываем, вытаскиваем петлю, провязываем раз, и 3 петли вместе 2, и теперь воздушная, и здесь опять-таки одну петлю мы пропускаем, если с нашей стороны вот отсюда смотреть, либо же отсюда смотрим раз, 2, 3, в третью петлю будем вязать столбик с накидом. И опять-таки, если вы меняете цвет, тогда провязывайте не до конца. Если не меняете, тогда просто полностью столбик с накидом. Я здесь буду перетягивать вот этот же цвет, но при желании можно брать в
хоть 10, хоть 20, 30, без разницы сколько цветов. Именно поэтому данный узор отлично подходит для использования остатков пряжи. И смотрите, так как мы с вами вязали вот этот вот желтый ряд, мы будем провязывать точно так же все остальные. Они в принципе все вяжутся по этому же принципу. Единственное, что видите, здесь у нас концовка немножечко поменялась. Давайте еще провяжем один ряд с вами вместе. Набираем 4 воздушные петли, разворачиваем вязание, делаем накид. В первый промежуток провязываем недовязанный столбик с накидом, делаем накид. В следующий промежуток вытаскиваем петельку, провязываем раз и 3 петельки за раз вместе. Дальше воздушная, накид. В этот же промежуток, куда вязали, вяжем недовязанный столбик с накидом. И в следующий промежуток провязываем раз и 2. Воздушная петля и повторяем накид. Куда вязали, уже провязываем недовязанный столбик. В следующий промежуток провязываем раз и 3 петли вместе, 2. Воздушная петля и вяжем так до конца ряда. И вновь смотрите, мы с вами дошли до конца ряда. У нас осталось последних 2 вот этих промежутка. Провязываем одну воздушную. Сюда, куда вязали, вяжем недовязанный столбик. Следующий промежуток вытаскиваем ниточку, провязываем раз и 3 петельки вместе, 2. Дальше 1 воздушная, накид. Туда, куда вязали, провязываем недовязанный столбик. В последний промежуток делаем накид, вытаскиваем петлю, провязываем раз и 2. Воздушная петля. И вновь теперь либо отсюда одну пропускаем и вяжем во вторую, либо же отсюда считаем раз, 2, 3 и в третью петлю вяжем столбик с накидом. Если меняем цвет, то не до конца, и протягиваем уже последние 2 петельки новой ниточкой. Все, дальше принцип вязания у нас будет точно такой же, как мы с вами вязали вот желтый и вот этот вот светлый ряд. То есть здесь у нас немножечко в начале было по-другому, а уже вот эти вот ряды, последние 2, мы с вами провязали так, как будем вязать все оставшееся полотно. И провязать таких рядов можно любое количество, столько, сколько вам необходимо для вашего изделия. И вот такая вот красота получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите ваш комментарий и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать мои новые мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.